Вы спрашиваете, почему в последнее время у меня такой изможденный вид, словно вызванный продолжительной бессонницей? Почему я невольно вздрагиваю каждый раз, как только сама собой открывается подпираемая чем-нибудь изнутри дверца кухонного шкафа? И почему в мои 30 с небольшим уже, естественно, заметно пробивающаяся на висках седина? Хорошо, послушайте эту историю. Вы, скорее всего, недоверчиво посмеетесь, как делали многие, кому я пытался поведать о своем страхе. Еще совсем недавно я и сам с удовольствием бы к вам присоединился. Еще пару месяцев назад я смущенный и фальшиво вторил издевательским смешкам друзей. Теперь я уже не знаю, что мне делать, плакать или смеяться. Каждое утро я стою перед зеркалом, проверяю, сколько седых волосков прибавилось за прошедшую кошмарную ночь. С некоторых пор я боюсь спать. Вернее, боюсь, что проснусь среди ночи, разбуженный тихим скрипом дверцы. И глухой голос из пыльных глубин шкафа позовет меня по имени. Все началось около 2 лет назад. В то время на нашей ферме близился к завершению очередной крупный проект. Как обычно, мы не укладывались в сроки, и домой приходилось возвращаться чуть и не к полуночи. Конец измотанному, не хватало сил лишь на то, чтобы выпить бутылочку пива и, не дождавшись окончания вечерних новостей, завалиться спать. На сон я никогда не жаловался, тем более в подобные периоды. Будильник должен был прозвенеть ровно в 6, чтобы к 6:30 я смог наконец сползти с кровати и начать новый каторжный день. Но проснуться мне пришлось гораздо раньше. Глаза мои оставались закрытыми, и некоторое время я никак не мог понять, что же послужило причиной внезапного пробуждения. И вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. То есть сейчас уже с уверенностью можно сказать, что кто-то там был. Тогда же это было лишь какое-то неопределенное ощущение, которое трудно выразить словами. Лежащему лицом к стене, на самом краю разложенного дивана, мне казалось, что за моей спиной в самом углу кто-то стоит. С одной стороны, я не мог знать, есть ли там кто-то. Да и не могло там никого быть. Да не могло. Из угла не доносилось никаких звуков, и все же я каким-то неведомым образом воспринимал присутствие некого чужого существа. Могу предположить, что вы сейчас скажете. То же самое мне говорили все психиатры, консультировавшие меня по этому вопросу. У многих людей временами возникает подобное чувство. Им кажется, что они ощущают за спиной чей-то пристальный взгляд и так далее. Если бы этим чувством все и закончилось, я бы с радостью с вами согласился. Но вслед за этим послышались шаги. Поставив несколько секунд возле шкафа, словно для того, чтобы я в полной мере смог осознать присутствие какого-то чужого, оно отправилось в кухню. Походка не была осторожной, неведомой. Кто-то, видимо, ощущал себя хозяином и даже не пытался скрыть свое присутствие. Это были шаги одинокого мужчины, которому вдруг среди ночи приспичило в туалет. Я хочу сказать, что звуки были довольно отчетливыми, но я не слышал их в том смысле, как обычно слышат люди. Я чувствовал шаги, чувствовал так, будто звуки, минуя органы слуха, проникали прямо в мозг. Свидетели, описывающие опыт телепатического общения, утверждают, что голос собеседника раздался прямо в голове. Таким же образом я воспринимал присутствие этого существа. Шаги как бы рождались у меня в мозгу, и одновременно можно было отчетливо представить себе то место, откуда они доносятся. Таким же образом я скорее почувствовал, чем услышал щелчок выключателя в кухне. Страха в тот момент не было, он пришел позже, когда визиты существа стали более настойчивыми и регулярными. В тот первый раз из кухни донеслись лишь несколько слабых стуков, будто кто-то передвигал оставленную на столе посуду. Потом снова щелкнул выключатель, и шаги проследовали обратно к шкафу. А потом раздался звук, который до конца жизни будет преследовать меня в кошмарах. Тихий скрип открываемой дверцы среди ночного безмолвия. Несколько минут я лежал, ожидая продолжения, но все было тихо. Лишь негромко тикал будильник. Да, где-то очень далеко подвывала сигнализация. Наконец, уверив себя, что все это был сон, я успокоился, а утром происшествие показалось мне пустяковым и смехотворным. Загруженной работой я практически забыл об этом случае и вспомнил лишь через 2 месяца. Тогда я довольно поздно вернулся домой с какой-то гулянки в небольшом подпитии и, наспех скинув одежду, завалился в кровать. Как вы уже догадались, я снова очнулся задолго до рассвета, что в моем состоянии было весьма удивительно. Через закрытую дверь ванной донеслись приглушенное журчание, лившееся из крана воды. Поначалу я даже не обратил на него особого внимания,
Алкоголь делал свое дело, затягивая меня в пучину сна, наполненного обрывками сновидений. Утром, скорее всего, это происшествие забылось бы, как и случившееся ранее. Сон уже готов был снова принять меня в желанное объятие, как вдруг раздался негромкий плеск, будто кто-то мыл руки. Затаив дыхание, я прислушался. Плеск повторился, затем журчание стихло. Я прямо почувствовал, как оно закручивает кран, хотя слышать этого, естественно, не мог. Странное было чувство. Затем дверь открылась. Черт возьми, готов поклясться чем угодно, что сквозь плотно сжатые веки я различал неяркий свет. Щелкнул выключатель, и в этот момент страх в первый раз заскребся в глубины сердца. Раньше еще можно было утешиться тем, что все звуки доносятся из квартир сверху или снизу. Хотя дом наш старой постройки с толстыми кирпичными стенами. Если даже какие-то шумы пробивались сквозь мощные перекрытия, они были слишком слабыми. Конечно, замутненное полусном сознание могло само довершить картину, но когда щелкнул выключатель, я понял, что все происходит именно в моей квартире, потому что услышал еще один звук. Очень слабый, он был на пределе слышимости, но его невозможно перепутать ни с каким другим. Дело в том, что выключатели возле ванной при каждом щелчке звенит отошедшая пружинка. Звон этот очень тихий, если вы про него не знаете, то скорее всего вы и не услышите его. По крайней мере днем, но сейчас ночью, в абсолютной тишине, когда даже с улицы не доносилось ни звука. Он прозвучал довольно явственно. Голову даю на течение, что слышал, как задребежала пружинка. От двери в ванную до входа в спальню буквально несколько шагов. И сделав эти шаги, нечто замерло на пороге. Описывая первый случай, я забыл упомянуть, что звуки шагов были довольно странными, не совсем человеческими. Ноги шлепали по полу, как будто ходившее было обут в ласты, и в то же время не слишком громко. Просто тихо шлеп, шлеп. Но уверен, что простой босой человек так не ходит. Остановившись у входа в спальню, оно замерло на некоторое время. Я представил, как оно разглядывает меня. Затем, после нескольких томительных секунд, шлепки проследовали к шкафу. Дважды скрипнула дверца, внутри что-то поворочилось, и наконец все стихло. Если бы я был трезв, то я бы не заснул бы до утра. Но как я пьяный, я захрапел через несколько секунд. После этого случая в первый раз решился рассказать о происходящем. Просто упомянул об этом, полушутя на какой-то вечеринке. Друзья с удовольствием посмеялись над страшилкой. Лишь одна незнакомая девушка изменилась в лице. Она как-то странно на меня посмотрела, но не дав развить тему, перевела разговор в другое русло. Подавшись настроению окружающих, я и сам посмеялся, но на следующую ночь все снова повторилось, причем еще в худшей форме. В этот раз оно сходило в туалет. Звучит смешно, но поверьте, теперь мне вовсе не до веселья. Сначала из глубины шкафа донеслось непонятное ворчание, по большой части нечленораздельное. Оно, тем не менее, производило впечатление какой-то ужасной молитвы на непонятном, нереальном языке. Скрип дверцы лезвием полоснул по нервам, по коже. Побежали мурашки. И снова тихо. Шлеп, шлеп. Открылась и закрылась дверь в туалет, и после нескольких секунд тишины, ни журчания, ни скрипа сиденья, нечто проследовало на кухню, постояло там снова в полном безмолвии и вернулось в спальню. Как и в предыдущий визит, помедлив на пороге, оно вдруг подошло к дивану, остановилось прямо возле меня. Сердце мое забилось так громко, что казалось, оно могло услышать меня. Однако изо всех сил, притворяясь спящим, я старался дышать ровно и глубоко. Дыхание существа не было слышно, только какой-то звук, тихое шипение и потрескивание, как шипит питофон на последней дорожке пластинки, и запах. Всю комнату заполнил его запах, воняло, как в сыром углу старого сарая, гнилью, плесенью, еще чем-то неуловимым, но таким же противным. Я лежал на правом боку и вдруг с ужасом почувствовал, как оно пролезает через меня, укладываясь на свободное место. Оно поворочилось, словно кот, устраивающийся поудобнее, и затихло. Теперь мы лежали буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. С превеликим трудом мне удавалось притворяться спящим. Я чувствовал, как оно, не отрываясь, смотрит на меня. Смотрит холодным, бессмысленным взглядом, рыбий глаз, словно знает, что я не сплю, и старается подловить.
Приступ паники не позволял даже приоткрыть глаза. Несмотря на это, я все же очень скоро заснул. С тех пор она больше не возвращается в шкаф. Выходит из него некоторое время, бродит по квартире, вздыхая и ворча на своем непонятном языке. Затем укладывается на свободное место. Она смотрит на меня, зная, что смотрит, до тех пор, пока я не засну. Странно, но в таких случаях заснуть удается довольно быстро. Я не знаю, что происходит в этой квартире и почему оно вылезает из шкафа каждую ночь, но я уже выставил эту квартиру на Авито. А следующие ночи, пока не найдется покупатель, я буду ночевать в отеле.